Меня зовут Катерина Гусев. Я инструктор по инспекции танцев, и также я преподаю танго в течение 9 лет. Я очень рада присутствовать здесь на конгрессе, особенно потому что я представляю танец, который в 2009 году был внесен в список нематериального культурного наследия при ЮНЕСКО. Я хочу рассказать о том, как парный танец развивает отношения между людьми. Сама суть парного танца – это в том, что когда мы танцуем вместе, мы испытываем совместную ответственность, потому что когда мы вместе двигаемся, нам важно получить какой-то результат. Также у нас есть разделение обязанностей в паре, у каждого есть свои 50%. Никто все 100%. Мужчина свои 50%, женщина свои. И крайне важная тема, которая на самом деле помогает всем взаимоотношениям, это эмпатия. Это то, что мы чувствуем в танце, когда мы взаимодействуем друг с другом. Она и физическая, и эмоциональная. Это то ощущение, когда мы вжимаемся друг в друга настолько, что можем чувствовать друг друга без слов. По мне, это самое важное составляющее. И также сохранение своего пространства. У меня есть пространство, у моего партнера, мы вместе двигаемся, и каждый уважает пространство друг друга в процессе движения. Какова же красота тела в танго? В первую очередь это ось. Я не знаю, сколько она отличается от классической хореографии. Мы стоим больше на передней части стопы, так что я могу пошевелить пальчиками при поднятии пятки. У меня мягкие колени, таз четко над стопами и лопатки плечи вниз, голова вверх. Очень важно, чтобы ось была наклонена вперед. И вес у нас находится где-то между в середине стопы. Это крайне важно, когда мы танцуем, чтобы эта ось, чтобы партнер чувствовалась, я чувствовалась, и вместе передвигались. И таким образом мы сможем друг друга чувствовать. То танго, которое вы видите сейчас, возможно, на YouTube или еще где-то, очень сильно отличается от того, что было ранее. Первые упоминания танго были в конце 19-го столетия, где-то в 1890-х годах. И золотой век танго, когда он стал уже популярным в Аргентине и далее во всем мире, это 30-50-е годы 20 века. Вот это видео, в котором видно, как танго выделило как раз свой золотой период. Мы видим танцора Эрика Чатраса, который в тот момент был одним из очень важных фигур. Он снимался в фильмах, и у него была своя академия танца. Еще один момент хочу показать. Это видео тоже одного из прародителей танго, который сделал танец таким, каким он есть сейчас. Это кандонга, это африканский город. Фактически суть в том, что мужчина танцует женщиной музыку. Но при этом она не является безвольным исполнителем. Каждый из нас является равноценным участником. Немножко другая музыка, не такая, как это будет. Это, кстати, преподаватель из университета Буэнос-Айреса танго, который занимается всю свою жизнь. Я его в конце еще упомяну, потому что я его консультировала по поводу своих переживаний танго, что я чувствую, и как это на самом деле происходит, и как это все к этому относится. Спасибо. В первую очередь, чем отличается аргентинская танго для меня от других парных танцев? Я пробовала и кизомбу, и пробовала множество других танцев, кроме парных, также и не парных. В первую очередь, это наличие импровизации. Такой импровизации, при которой я никогда не знаю, что будет дальше. Мужчина меня ведет, и каждый шаг для меня шаг неизвестности.
И задача принять такую психологическую, эмоциональную мысль партнерши, чтобы я была не визуальным исполнителем, и при этом я помогала ему творить наш совместный танец. Вот, и при этой импровизации, поскольку это каждый раз все новое, мужчине приходится брать ответственность за пару, потому что он отвечает за рисунок танца, он отвечает за то, куда мы пойдем дальше, за то, чтобы мы не врезались ни в какие предметы, за то, чтобы мы вкусно протанцевали вот этот вот кусочек. Ну, немножко личной истории. Какое-то время в Аргентине было 5 военных переворотов, и какое-то время танго было запрещено. Было запрещено собираться больше 3, соответственно, мелодии тоже были запрещены. И танго было в упадке. И целых 30 лет никто его не танцевал. Я, сколько я знаю, сжигались ноги, сжигались пластинки, и, соответственно, даже преподаватели особо не пытались нигде преподавать. Вот. Но интерес к танго снова возрос в 80-е годы 20 века, когда аргентинские танцоры вместе с Голливудом сделали шоу «Forever Tango», в котором показали снова этот танец, и к нему возрос интерес. И тогда бальники фактически стали восстанавливать, классические танцоры стали восстанавливать танец. Он, конечно, очень отличается от того, что было тогда. Мы смотрели видео, сейчас я покажу, как это выглядит сейчас. Далее я хочу сказать о том, что я обнаружила в процессе преподавания. Это стереотипные формы поведения как у мужчин, так и у женщин. Мы сталкиваемся с ставными отношениями с вами каждый день. Это не только наши партнеры по жизни, да, с которыми у нас брак, какие-то отношения. Это также любой человек, с которым мы взаимодействуем на работе, едем вместе в путешествие, делаем любое совместное дело. Это уже наш партнер. Для того, чтобы хорошо с ним взаимодействовать, нам важно понимать и чувствовать его интересы и свои. Это происходит и в танце в том числе. В процессе преподавания я обнаружила некоторые паттерны, которые мешают людям взаимодействовать друг с другом. Преимущественно это происходит тогда, когда ученики только начинают заниматься. С чем это связано? Это наши психологические привычки, которыми мы живем каждый день. Например, женщина, которая знает все. Она приходит на занятия, становится пару либо со своим партнером, либо с другим, неважно. И она начинает учить, начинает ему рассказывать, как ее вести. В результате партнеру не то, что некомфортно, да? То есть он даже не может ничего сделать, она сама ему рассказывает, что и как надо. Никто в результате не получает никакого удовольствия от танца, вот. Но выход из этого есть. В первую очередь, такую женщину можно отдать какому-нибудь властному мужчине. Да, партнеров нужно менять, это я точно могу сказать, это самое важное. То, что я считаю, что это очень ценно. Да. Второй вариант – это постоянная смена партнеров. Если она считает, что ее партнер что-то не знает, и она подписывается еще 20, ну как бы 20 других партнеров тоже не могут ничего не знать. Соответственно, что-то не то, что-то закрадывается. Ну и также возвращение в телесность. Это для меня в первую очередь танцевание с закрытыми глазами. Когда у нас глаза закрыты, мы не анализируем то, что происходит вокруг. Поэтому нам намного проще отдаться телесным переживаниям. Ведь мы должны двигаться так, как мы чувствуем. Это конкретно про танго, не буду говорить про другие танцы. Важно идти туда, куда наклоняется твое тело, куда хочется сделать шаг. И здесь нет работы мозга. Это физическая активность, это чувственная активность. Поэтому крайне важно как раз вот мозг выключить. Я сейчас со своими студентками говорю: так, девочки, мозг оставляем в раздевалке, одеваем пластырь на рот, все. Вот это самое правильное. Еще один разновидность партнерш – недовольная партнерша. Это та партнерша, которая все не так. Она будет, как ты ее ведешь, она все время все складывается, она будет тебя критиковать, будет рассказывать то, что надо. Это типажи похожи, все типажи они не чистые, они будут смешиваться. Но я как бы выделила самый гротескный из них, который хорошо бросается в глаза. Вариант точно такой же – смена партнера. Ты не можешь быть недовольна всем. Ты ее ставишь с хорошим партнером, с плохим партнером, она потом все-таки понимает.
доверять и перестает рассказывать свое мнение. Ну и самое важное — это звать преподавать. То есть, что я часто тоже применяю на занятиях, я запрещаю разговаривать друг с другом. Знаете, это то, что друг друга чувствует. Зачем вы разговариваете? Разговаривать можете в другом месте. Здесь важно друг с другом двигаться. Дальше. Прекрасный типаж спасательницы. С такой женщиной танцевать любому мужчине просто в удовольствие. Как бы ты ее ни вел, ты будешь спотыкаться, ты будешь бежать, ты будешь мягкой, она все сделает за тебя сама. Она поменяет, где надо ногу, она сразу почувствует движение, она все сделает. Спрашивается, какие сложности могут быть? Ну, у женщины как бы много сложностей. Она не получает удовольствие от танца вообще, но она этого не понимает. Мужчине, ну прекрасно, я же Бог. Она тебе улыбается, она все делает, но я прекрасна. Проблема в том, что мужчина с такой женщиной ничего не учится. И здесь тоже, опять-таки, крайне важно менять партнеров местами. И женщину поставить обязательно с партнером, который будет ее слышать, который почувствует. Тогда, когда она это переживет, она сможет отпустить свои стандартные психологические привычки и начать чувствовать, потому что это вкусно. Вкусно, когда мы делаем это вместе. Так еще есть у меня условное название «Фома неверующая». Это человек, которому очень сложно поверить своему делу, поверить партнеру. У нее есть такое ощущение, что она не доверяет самой себе практически. Вот у нее там какое дело, партнер ее ведет, она уже практически падает, но она шаг не делает. Это касается разных движений. Она пытается запомнить все движения, все должно быть четко. Это человек, который действует через голову, ему очень сложно опуститься в тело и просто прочувствовать. Ну, как бы здесь выход, в принципе, тоже похожий, все выходы похожи, потому что, на самом деле, самое важное — вернуть человека в тело, в ощущение, в переживание. Это происходит в большей степени с помощью смены партнера, либо с закрытыми глазами. Потому что, когда мы не анализируем, мы чувствуем, еще есть ряд упражнений, которые помогают это решить. Партнеру очень сложно вести такую партнершу, потому что она фактически не верит, делает что-то сама, она не верит, потому что она адекватно понимает, куда ее ведут. Вот, и очень сложно ее удержать. Также есть партнерша суетливая. Вот кажется, что это как кусочек рептунди, который тебе попал в руки, ты не знаешь, что с ним делать, потому что она начинает делать все сама. Все движения она даже если не знает, она сама что-то сделает, сама ногу поменяет, сама сделает шаг. Просто сложно ее держать, потому что она такая мягкая, юркая и так далее. Даже подошла к одному из партнеров, я вздохнул, она ногой махнула. И это очень сложно. Здесь тоже возвращение в телесность очень мягкое, очень аккуратное ведение, очень плавное. В этом случае человек начинает чуть-чуть больше чувствовать, что происходит у него внутри, уходит от внешних. Еще один сложный типаж — это женщина-медуза. Я очень люблю метафоры в своем преподавании, и вот они просто прямо вот, когда я писала этот доклад, эти метафоры очень четко были видны. Женщина-медуза — это очень мягкая, плавная, такая расслабленная женщина. Вот честно, мне напоминает либо пьяного человека, либо если ты ее передвигаешь, она передвигается как бы не вся. Человек, который не чувствует свою ось. Человек, который очень расслабленный, фактически мышечный тонус. И здесь будет выходом это ощущение собственной оси, все упражнения, которые идут на ось. Задача партнера — чувствовать ось партнерши. Потому что на самом деле важно снова-таки вернуться в телесность, но здесь еще важно эту партнершу все-таки заставить делать что-то еще дома, кроме танцевальных вещей, потому что кроме этого физический тонус, потому что реально она просто не привыкла физически работать. Так, есть еще партнерша, партнерша много у меня друзья. Суть в том, что у нас есть паттерны. Еще типажи, еще. Это важно. Хорошо, давайте по мужчинам немножко. Мужчина чуть меньше. Женщина у меня просто много, потому что я как женщина больше чувствую женщину, наверное, лучше. Партнер спешащий. Это тот партнер, который должен сделать 1000 движений за занятие. Але серьезно. Это партнер, который как из пулемета строчит все движения, куда он на самом деле спешит. Не эту партнершу, он не чувствует себя.
себя, он просто психологически считает, что чем больше он сделает, тем лучше ему лицо. На самом деле это очень легко. В танцевании для меня самое важное, чтобы люди делали шаги вместе. Вот существует много массы красивых пар, когда вы там можете закинуть ногу, как-то красиво присесть, что-то такое сделать яркое. Да, это все вкусно, это классно для сценического танго. Но самое важное это переживание, которое есть у нас. К чему я все это веду? Что это эмпатия, которую мы проживаем друг с другом. Мне когда танцую с партнером, вот в этот момент для меня не существует больше ничего. Вот мир остановился, есть только я и этот человек. И именно это переживание дает возможность друг друга услышать. Со спящим партнером, конечно, очень сложно танцевать, особенно часто пару со спасающим партнером, либо партнерша, которая ему во всем помогает, либо которая спасательница. Она все построит, быстро сделает там, и так далее. Но, кстати, никто из них не учится. Почему я всегда за то, чтобы пары, которые во мне приходят на занятия, обязательно менялись партнерами. Многие, конечно, против, но я убеждаю в том, что это нужно, потому что хорошая такая метафора, человек как бриллиант. Но для того, чтобы он стал бриллиантом, сначала является алмазом. Нужно, чтобы эти грани отточить. Мы это делаем от других людей. Мы учимся от других людей. То же самое происходит и в танце, и в любом другом виде деятельности. Чем больше мы общаемся с другими людьми, взаимодействуем с другими людьми, в танце или нет, мы нарабатываем новые качества. И в танго это очень классная штука, потому что смена партнеров это the best, что там есть. Могу сказать, что даже вот танцевальные танго-пары, они менее любимые, чем обычные люди. Потому что они привыкли, потому что они могут пойти на разные мероприятия, могут поехать на фестивали, они по этому поводу не переживают. Они спокойно меняются партнерами, и это нормально, потому что мы проживаем новые, хорошие переживания. Есть также партнер властный жесткий. Это тот, которого партнерша практически не существует. Он переставляет себе место на место, успела на никого это не волнует. Он просто делает, как он считает нужным. Часто к этому партнеру тоже идет в комплект спасательницы. То есть никто из них вроде бы не чувствует никакого дискомфорта, но на самом деле их взаимодействие неэффективно. Здесь тоже опять-таки нужно меняться парами. Такому партнеру я часто рекомендую почувствовать обратную сторону, почувствовать себя ведомым. Тогда, когда мужчины, кстати, вот крутая практика, когда мужчины становятся ведомым, они ощущают какую ответственность, они берут на себя. Это нереальный опыт, который делает это немного богаче. О, еще один типаж, наверное, на мужчинах это все слишком аккуратно. Это мужчина, который боится довериться к женщине, подходит, берет ее и не знает, что с ней делать дальше. И он боится ее сдвинуть, в результате он еще боится зацепить ее на ногу, кстати, начинает ходить вокруг нее, либо шагать под нее, потому что он ее практически не избегает. Это сложно. Но это тоже лечится. Почему я сказала вначале немножечко про выстроенку танца, да? Про то, что мы проживаем внутри, потому что вот эти вот те мышцы, которые у нас работают в танце, они нам дают тоже определенные какие-то психологические характеристики. И вот если возвращаться к ним, это же техника, зачем мы этим занимаемся? Не только для того, чтобы красиво двигаться, это еще в первую очередь помогает нам хорошо взаимодействовать. Потому что когда мы чувствуем свою ось, вот эту вот линию, которая где-то там проходит, вокруг которой там есть мяско, да, мы вместе с ней двигаемся, когда мы чувствуем ось своего партнера, то мы можем делать что-то вместе. Иначе получается, мы как бы просто пришли постоянно друг с другом. Также есть мужчина, который заложен в технике, либо заложен в движении. Это тоже очень сложный взаимодействие типаж. Тогда, когда человек, ты чувствуешь себя тренажером, как женщина, он себе просто отрабатывает. Но в этом случае как бы тоже отсутствует вот эта вот составляющая эмпатии, да, когда мы друг друга чувствуем, вот, человек просто с тобой делает множество движений. Спасибо.